Щербакова проиграла новой звезде Тутберидзе. Ане будет очень тяжело попасть на Олимпиаду. Щербакова уже почти год не прыгает четверные. У действующей чемпионки мира проблемы. Щербакова снова без четверных и впервые за 1,5 года вторая. Что касается техники, пока вкатывается в сезон Щербакова тяжело. В отличие от контрольных прокатов, в Венгрии она заявила один квад, но и с единственным флипом справиться не удалось. Последний раз на соревнованиях мы видели ультра-си от Анны в декабре на чемпионате России. Итог: первая со времен чемпионата Европы 2020, то есть января 2020 года, поражение. Майя Хромых обыграла чемпионку мира даже с лишним прыжком. Главную победу в карьере юная фигуристка встречала в одиночестве. На скромном турнире в Венгрии произошло очень важное событие в свете борьбы за олимпийские путевки. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова, выигравшая в прошлом сезоне все соревнования, в которых участвовала, потерпела поражение от вчерашней юниорки Майи Хромых. Аня снова упала с единственного четверного и подтвердила опасения относительно своих перспектив. Да, лучше нее никто не умеет преодолевать неприятности, но на данный момент возможное непопадание Щербаковой на Олимпиаду уже не выглядит суперсенсацией. Тяжелейший удар для лучшей фигуристки мира за 4 месяца до Олимпиады. Самодурова сняла вопрос о российском пьедестале. Короткая программа запомнилась прежде всего строгим судейством в отношении наших девушек и, конечно, соревновательной премьерой программы Анны Щербаковой «Повелительница бури». Анна, позже начавшая подготовку к сезону из-за травмы пальца ноги, отлично вжилась в необычный для себя образ и смогла одержать победу в короткой программе. Впрочем, преимущество менее чем в 2 балла над юной Майей Хромых не позволяло Щербаковой чувствовать себя уверенно. Особенно с учетом более сильного контента Хромых. Первой из россиянок свою произвольную представила чемпионка Европы 2019 Софья Самодурова. Соня каталась в эффектном красно-черном наряде и буквально завораживала зрителей пластикой. Вообще нестандартные программы в последнее время стали фишкой Самодуровой, но в спортивном плане ей сильно не хватает сложности. А в Будапеште еще случилось досадное падение с тройного Сальхова. В итоге Соня преодолела отметку 190 баллов и сохранила 3-ю позицию, но в спор за победу предсказуемо не вмешалась. Хромых победила даже с лишним прыжком. Майя Хромых впервые выступала на взрослом международном турнире, но смогла справиться с волнением. Не успели зрители ахнуть после ошибки фигуристки на выезде с четверного тулупа, как Майя идеально сделала сложнейший каскад четверной тулуп, тройной тулуп. Программа под музыку из Мулен Руж, пожалуй, самое точное попадание хореографов Хрустального в этом сезоне. Видно, что Майя сама получает удовольствие от постановки и купается в музыке. Единственное, что могло подпортить настроение юной фигуристки и ее болельщикам – потеря элемента. Тройной флип, исполненный Хромых во второй половине, оказался лишним и остался без оценки. Но даже эта неточность в расчетах не отменила главного. Новая звезда Тутберидзе вполне комфортно чувствует себя в этом статусе. Свои первые во взрослой карьере оценки за произвольную Майя встречала в одиночестве, поскольку Даниил Глейхенгаус в этот момент выводил на лед Щербакову. Оценка 224,91 балла не выглядела недостижимой для Анны, но падение с четверного флипа в самом начале изменило расклад. Больше Аня не ошибалась, но и на элементы ультра-си не заходила. Что касается самой программы, то при чистом катании на кураже Мастер и Маргарита может превратиться в шедевр. Однако пока такого эффекта нет. То ли Аня не успела набрать необходимые кондиции, то ли еще не до конца понимает, как именно передавать эмоции в очень сложном образе Маргариты. Часть с балом вампиров, как ее назвала сама фигуристка, конечно, добавляет постановке живости, но ее точно можно делать еще ярче и экспрессивнее. Победная серия Щербаковой прервалась. После проката Аня подняла со льда плюшевого медведя и в сопровождении Глейхенгауза отправилась в Kiss&Cry. Оценки заставили действующую чемпионку мира сдержанно кивать.
Спортсменка, не проигравшая в прошлом сезоне ни единого старта, на первом же турнире олимпийского сезона уступила вчерашней юниорке. А ведь и победившая Майя Хромых не показала какой-то выдающийся результат, да и основными соперницами для Ани остаются другие фигуристки. Первое заочное сражение Щербаковой с Камилой Валиевой обернулось сокрушительным поражением лучшей фигуристки мира прошлого сезона. Даже с чистым четверным флипом Щербакова уступила бы конкурентке более 10 баллов. А ведь в этом сезоне Аня пока ни разу не прыгала квады без ошибок. Все идет к тому, что Щербаковой будет крайне тяжело даже пробиться на Олимпиаду, не говоря уже о борьбе за титул. Единственное, что удерживает от пессимизма в отношении Анны, ее знаменитый характер и умение преодолевать даже самые смутные времена. Справится ли на этот раз Жулин? Победа Хромых в Будапеште не удивила. Щербакова на данный момент немного хуже готова. Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок на Будапешт-Трофи в Венгрии. Майя Хромых, набрав в сумме за два проката 224,91 балла, заняла первое место. Второй стала Анна Щербакова. 222,73. Третий – Софья Самодурова. 190,91. Мне понравились программы Хромых и Щербаковой, они обе с расчетом на чемпионство. Просто Хромых в этот раз откаталась лучше. Практически чисто исполнила первый четверной, а второй – вообще чистый и докрученный прыжок. Поэтому ее победа не удивила, это было ожидаемо. Аня пошла на четверной флип, но упала, поэтому на данный момент она просто немного хуже готова. Но она остается нашей чемпионкой мира, и я уверен, дальше будет только прибавлять. Произвольная программа Щербаковой осознанная и по-женски насыщенная. Мне очень она понравилась. Сама Аня тоже стала более женственной. Не такой порхающий мотылек, а очень красивая девушка. С Майей Хромых все станет понятно, когда пройдут этапы Гран-при Чемпионат России. Мне кажется, музыка из произвольной ей очень подходит. Девочка яркая и артистичная. Кроме того, у нее шикарная короткая. Просто нужно прыгать все прыжки чисто. Что касается Самодуровой, то время не стоит на месте, а Софья, к сожалению, не владеет ультра-си. Без них сейчас бесполезно рассчитывать на что-то серьезное, хотя Софья мне очень нравится и как девушка, и как спортсменка, сказал Жулин.